прошлый раз вы начали рассказывать сказку про Кощея Бессмертного. И обещали в следующем видео рассказать ее до конца. Я сегодня расскажу почти до конца. А вы помните, на чем я закончила свой рассказ в прошлый раз? Конечно, помню. Есть у вас какие-нибудь идеи, что произошло дальше? Наверное, Иван-Царевич решил найти смерть Кощея. Совершенно верно. Иван-Царевич пошел искать смерть Кощея Бессмертного. Шел он долго, не пил, не ел, голодный совсем. Вдруг волчонок. Иван-Царевич захотел его убить. Выскочила из норы волчиха и говорит: «Не трогай моего детища, я тебе пригожусь». «Не трогай моего детища, я тебе пригожусь». Что значит «пригожусь»? Пригожусь значит буду нужна. Это глагол пригодиться. Иван-Царевич волчонка отпустил или нет? Конечно, отпустил. Идет он дальше, видит ворону. Вот сейчас я поем. Нет, не тронь меня, я тебе пригожусь. Не тронь меня, я тебе пригожусь. Ее он тоже, наверное, отпустил. Конечно, отпустил. Идет дальше, дошел до моря, остановился на берегу. В это время вдруг щучонок, ребенок щуки, выпал на берег. Вот сейчас я поем. Откуда-то появилась щука, говорит: «Не тронь, Иван-Царевич, моего детища, я тебе пригожусь». «Не тронь, Иван-Царевич, моего детища, я тебе пригожусь». Он и щучонка отпустил. Впереди море. Как перейти на другую сторону? Сидит на берегу, да думает. Плавать Иван-Царевич, конечно, не умеет. Ну и что теперь делать? Щука как будто поняла это, легла поперек моря, как мост. Иван-Царевич прошел по ней, как по мосту. А там, на той стороне, дуб как раз, где смерть Кощея Бессмертного, да? Так вот, Иван-Царевич дошел до дуба, достал ящик, открыл и выпрыгнул из ящика заяц. Заяц выпрыгнул и побежал. Как поймать зайца? Вдруг видит волк, волчица. Помните, когда-то раньше Иван-Царевич волчонка не убил, да? Так вот, волчиха побежала за зайцем, поймала его и несет к Ивану-Царевичу. Иван-Царевич обрадовался, разрезал зайца. Жестоко, да? Вдруг из зайца вылетела утка и полетела. Он стрелял, мимо. Что делать? Вдруг видит, ворона с воронятами полетела за уткой. Поймала утку, принесла Ивану-Царевичу. Воронята — это, я думаю, дети вороны. Да. Воронята — это дети вороны. Так вот, царевич обрадовался, достал яйцо, дошел до моря и стал мыть яичко в море. Зачем? Не очень понятно, но он стал мыть это яйцо и уронил в воду. Как достать из моря? Совсем грустный стоит царевич. Вдруг видит щука. И щука принесла ему яйцо, а потом легла поперек моря, как и раньше.
Иван-царевич прошел по ней и отправился к матери. Пришел, поздоровались. Мать его опять спрятала. Как раньше. Кощей Бессмертный снова прилетел. Фу, фу, русским духом пахнет. Что ты, Кощей? У меня никого нет. Ой, что-то мне плохо. А в это время Иван-царевич сжимал яйцо со смертью Кощея Бессмертного. Вот, Кощей Бессмертный, твоя смерть. Кощей на коленке встал. Не убивай меня, Иван-царевич. Станем жить дружно. Весь мир вместе захватим. Весь мир будет наш. И что же, Иван-царевич согласился? Или нет? Как вы думаете, согласился Иван-царевич или нет? В следующий раз я расскажу эту сказку до конца.